Доброго всем времени суток, ребята. Сегодня хотела с вами обсудить очень важную тему актуальную. Уже через несколько дней нам предстоит кое-что здесь, в России. Также я знаю, что вроде в других странах в сентябре тоже проходят подобные мероприятия по передаче воли народа, да, по передаче воли человека третьим лицам. Поэтому сегодня такой скорый ролик. И такое небольшое предупреждение, также объяснение, что это происходит на тонком плане, как это все выглядит. Вот. Ну и чтобы вы не попались на вот эту удочку и в очередной раз не передали свою волю кому-то другому, да, свою волеизъявление. Касается это мероприятий, когда мы ходим в определенные места и рисуем на листочках галочки. Вот. Я думаю, все поняли, что это за мероприятия такие, озвучивать их не имеет смысла. Зато есть смысл объяснить, что и как это работает. Вот. И дальше уже, чтобы вы сделали выводы и поняли, для чего это делается и почему это делается. Во-первых, смотрите, помните первое, что мы с вами говорили, что когда мы хотим стать свободными, мы объявляем, что отныне я хозяин своей реальности. Отныне я решаю, что со мной будет, как со мной будет, почему со мной будет. То есть вы объявляете себя хозяином. То есть вы говорите, только я изъявляю мои желания, мои хотения, мою волю. Никто не имеет права за меня мою волю какую-то изъявлять. Так вот, когда вы ставите галочку на листике, да, вы подписываете такой договор. Вы перекладываете ответственность, то есть помните про ответственность мы с вами, по-моему, тоже говорили, да, что в первую очередь, когда вы объявляете себя свободными, вы говорите, теперь я несу ответственность за свою жизнь. То есть вы забираете у каких-то там опекунов непонятных ответственность за свою жизнь. Вы говорите, теперь не кто-то там решает, как я буду жить, а я решаю. Здесь то же самое, смотрите. То есть вы не должны, поймите, это тоже передача. Вы не должны никому передавать право свое и перекладывать ответственность за свою жизнь, за свои решения, за свое все на кого-то. Тут вы перекладываете ответственность, то есть вы выбираете себе очередного опекуна, что вы расписываетесь в том, что вот этот человек какой-то там непонятный, да, будет выражать мою волю в том, как я хочу видеть государство, в котором я живу, как я хочу видеть мир, в котором я живу, как я хочу видеть город, в котором я живу. Понимаете, то есть он будет решать за вас, как будет выглядеть ваш город, как будет выглядеть ваша страна, как будет выглядеть ваш мир. И вот на этом всем все строится. Поймите, что вы себя говорите, я не несу за это ответственности, я не решаю. То есть вы перекладываете, вы говорите, я ничего не решаю, решать будет за меня дядя. То есть он будет пользоваться моей волей, и он будет глазом моей воли. То есть дядя будет говорить за меня то, как я хочу. И на этом все строится. На этом мы сейчас пришли к тому, к чему мы пришли на данный момент. А к тому, что у нас в мире, в нашем мироздании происходит полное «ж». То есть так воля и отбирается. И я хочу один пример привести, да, из собственной практики, собственного опыта вообще. То, как вообще вся вот эта вот система и все вот это выстроено, да. То есть именно по вот этим галочкам на бумажках. Фактически, реально, вы расписываетесь в том, что кто-то там, вы передаете ему волю. И этот дядя говорит, я посланник воли народа, в прямом смысле того слова. Он волеизъявляет от своего имени, да, но он говорит от имени всех. И если он говорит, что над вашими головами будут распылять химию, значит будут распылять химию. Это ваша воля. Потому что дядя ваш волеизъявитель. Вы дяде дали право говорить за себя. И вы не должны никому давать право говорить за себя. То есть выбирайте сами. Это ваш выбор.
идти, не идти, делать это, не делать, но вы должны знать о последствиях. Потому что когда я в свое время начала замечать то, что над моим городом, да, там, где я живу, начали полосочки появляться, то есть там небо в решеточку стало у меня такое не очень красивое и все дела, я начала этому всему давать бой. То есть когда у меня появились эти полосочки, я сказала: так, а что это за гадость у меня над головой? Почему она у меня над головой? Кто вообще позволил у меня вот этому вот над моей головой появиться? Вот этой дряни в моей реальности, в моей жизни быть не должно. Почему она там появилась? Это против моей воли. И понимаете, когда я вот это объявила в реальность, да, когда я это мысленно объявила, я почувствовала, что просто пошел резонанс. И я почувствовала, что пошел какой-то кипиш. На тонком плане пошел кипиш. И у них просто какой-то сбой образовался. И мне такое: что? Вот просто вот шок был. Хотя уже на тот момент по всем YouTube-каналам, везде, по всем Telegram-каналам, везде трубили, что люди, посмотрите, ё-моё, и там все орали: кто это допустил, что происходит, как нам это остановить, там и прочее. Но по факту, когда я вот, то есть, сделала запрос такой, и мне сразу: как, мы вот это, все нормально, ну вот знаете, что вас не устраивает? Я говорю: меня не устраивает то, что вообще вот эта дрянь над моей головой есть. А почему она над моей головой? Кто позволил это? И почему без моего разрешения эта дрянь вообще там есть? И там начался такой просмотр чего-то, и пришло: вы знаете, говорит, вот давайте, если вас это не устраивает, ну вот всех это устраивает, вообще всех людей на земле это устраивает. Вот, говорит, вы одна такая, вас не устраивает. Может быть, вы развоплотитесь тогда, если бы вот вам эти, значит, мешают, потому что, другого выхода нет, все остальные согласны, им это нравится. Понимаете, вот такая вот постановка. Я говорю: классно и здорово, а как это им нравится? А вот у меня вот другая информация, потому что я смотрю, вот многие люди это: нет, что вы вот одна такая, вам одной не нравится, а все остальные согласны. Он говорит: может, вы развоплотитесь тогда, раз вот вам это, чтобы, не нарушать вашу волю, если это нарушает мою волю. На что я, естественно, сказала, что, может, вы нахрен отсюда пойдете вместе со своими распылениями, а не я. С чего это я должна развоплощаться? Это вот эта дрянь должна просто рассосаться, немедленно причем, над моей головой. И понимаете, что самое интересное? Мне началось типа: вот мы не можем, там и все такое. Я говорю: да мне плевать, можете вы, не можете. Оно просто должно рассосаться вот здесь и сейчас. Взять и рассосаться. И потом, после того, как я объявила свободу своей воли в том, что вот этой дряни над моей головой быть не должно, я просто ходила, я ездила по всему городу целый день, все. Вот чисто где я была, был просто вот эпицентр, круг голубого неба. Все остальное, весь город был затянут. Весь город был затянут тучами, и только там, где я, был эпицентр голубого неба. Я даже потом, приехав домой, то есть сидя дома, я не смотрела там, в принципе, что у меня там было в небе, но я вышла в магазин, и я увидела, что ровно над моим подъездом, вот прям вот над моим подъездом, круг такой из голубого неба, все остальное затянуто. Причем даже муж у меня, то есть увидел вот этот момент. И это все работает. Это реально работает. И к чему я вам это рассказала, да? Про вот это вот небо голубое, про то, что все согласны там на все, кроме меня. Так вот, когда я начала ковырять про то, что почему все согласны и каким-то чудесным волшебным образом удалось получить все согласия людей на то, чтобы вот это все, вы поняли, да, на вот эту химию, мне показала интересную картинку такую, что люди согласились на уровне того, что есть люди, которые изъявляют их волю.
Я говорю, как так? Ну, то есть, что вообще, как? И я начала смотреть. Оказывается, что кто распоряжение давал на вот это? Распоряжение давал лицо, которое было выбрано галочками, понимаете? На вот таких вот бумажках. И это лицо, оно полностью подконтрольное кому-то. И то есть оно делает ровно то, что ему говорят. Но не то, что ему говорят люди, а то, что ему говорит кто-то там. Но он себе забирает потенциал воли людей. То есть его наделяют вот эти вот, то есть забирают, да, волеизъявления других людей. И он, получается, может говорить от лица многих сотен людей, сотен тысяч людей. Понимаете, и решать за них всех, что им надо. Потому что люди сами передали ему эти полномочия. Что он за них решает, что он за них делает все и думает. И все, что он бы не сделал, они под всем подписались. Априори, уже изначально. А он делает то, что ему говорят. Вот она и вся схема. И то есть вот таким чудесным образом люди согласились на всю химию. Понимаете? Потому что этот человек, который за их волю говорит, он сказал, да, все нормально, они на все согласны, все, пылите. Потому что я за них решаю, что с ними будет. Вот, ребята, вот так вот все и делается. Вот так вот все и проворачивается. Поэтому насчет того, что будет происходить и в России, и также в других странах, для тех, кто хочет, чтобы вот так вот дядя сидел там, где-то там, и за них решал, да, ну, по той схеме, по которой я вам сейчас рассказала, вот, и про тему того, что как, вот вы спрашиваете тоже, а вот как, вот мы не согласны, ну вот согласились, вот так вот, все на все вот так согласны. То есть, ну, на примере с химией, вот так вышло. То есть мне четко сказали, что все остальные согласны, всем остальным все нравится, вы одна тут такая, которой ничего не нравится и кто один против этого. Хотя весь интернет орал и кричал. Но, опять же, люди, когда говорят, ой, кто это делает, что это вот с нами происходит и все такое там, ой, они априори говорят про то, что с ними могут это сделать. Они априори дают разрешение на это. Они говорят, вот эти люди могут с нами вот это сделать. Они могут сделать с нами все, что угодно, потому что они сидят где-то там на кресле. Кто они такие, кто такие вы? Вот почему, я не понимаю, стадо слонов боится муравья. Удивительно, но факт. И они ему подчиняются. При этом муравей украл потенциал слонов. Ну, для тех, кто хочет, я говорила, идите, как бы делайте, передавайте свою волю и свое волеизъявление этим людям. Ну, как бы они тут уже много на что вашим волеизъявлением подписываются. Вы, в принципе, вот, понимаете, то есть, если вы пойдете, сделаете это, то вы априори будете соучастником всего того, что эти люди будут делать. То есть они будут пользоваться вашей волей, вашим голосом, да, они будут гласом вашей воли. Для тех, кто не хочет этого всего, ну, на такие мероприятия в первую очередь объявляйте, что вы сами решаете, что никто, кто бы там, чего вот эти спящие люди там не делали, да, эти люди не являются представителями вашей воли, они не являются гласом вашей воли. Вы сами, еще раз проговаривайте прямо, что вы никому не передаете решение на то, как вы будете жить, в какой стране вы будете жить, в каком мире вы будете жить.
в каком городе и прочее, что вы будете решать, а не кто-то там за вас. И вы никому не передаете свое право голоса, вы никому не передаете право вашей воли, говорить от лица вашей воли, от вашего лица, что вы сами будете решать за себя и сами будете изъявлять свою волю. Это очень важный момент. Для того, чтобы вы понимали, это не зря сейчас проводится. И проводится каждый год, и проводится постоянно. И кто бы там чего не сидел, Петя, Вася, Маша, вы априори передаете свою волю кому-то там, кого вы понятия не имеете, кто он и что он из себя представляет. И на тонком плане такие вещи, они имеют, то есть они очень имеют большой вес. В плане того, что для вас там может это ничего и не значит, то это просто галочка. А на тонком плане эта галочка передает все управление вашей волей и все остальное все этим людям. И передавая это управление, вы становитесь невольным соучастником всего того, что они творят. Поэтому решайте. То есть объявляйте, что нет, они не решают, и что бы они ни делали, вот это вот все вообще незаконно. Потому что когда я начала разбирать, опять же, с той же химией, то есть, рассказываю, я начала разбирать, начала копать, насколько законна вообще передача этого всего, насколько люди понимают степень ответственности того, что они делают, то есть, насколько они информированы о том, что этот человек будет вот это делать, то есть, он спросил их, насколько действительно то, что он делает, отражает их волю. И когда вот это начало все всковыриваться, когда вот это вот начало пластами все подниматься, оказалось, что все вот эти якобы согласные люди, якобы согласные на все, которым все везде нравится, на самом деле их разрешение на вот это все, оно нелегитимное от слова совсем. Они на самом деле вот осознанно ни под чем не подписывались. Мало того, их голос использовали против них же, и они даже понятия не имеют, что с этим вообще делать. И когда это все вскрываться начало, оказалось, когда я вот это вот продавливала свою волю в отношении этой всей химозы, что единственное, что оказалось легитимным во всем ворохе бюрократии, это мой запрет. Понимаете? Мой единственный запрет против разрешения якобы разрешения миллионов людей. Вот он оказался единственный легитимный. Им пришлось это все убирать. Вот эту всю дрянь. Все убирать. Все рассосалось. И я постоянно пользовалась этим. Я постоянно рассасывала эту штуку. Постоянно своим запретом, своей волей. И я рассказала другим людям, начала рассказывать о том, что это можно делать. Можно это убирать эту химозу, убирать это все своей волей. Просто говорить, да я запрещаю это, да мне плевать, как вы будете это убирать, да мне плевать, как это у вас все, вот это ваша система, мне плевать, абсолютно плевать. Вы просто сейчас возьмете и сделаете это. Каким способом вы это будете делать? Мне наплевать. Но это моя воля, и вы должны под нее подстроить и сделать так, как я хочу. Потому что мой запрет и мое желание и хотение – это единственное легитимное, что здесь вообще есть. Вот вам. И другие люди, которым я рассказала, я им сказала, вы знаете, а можно сделать вот так. Вот вам лайфхак, как можно с химией убрать. Пользуйтесь. И знаете, некоторые сказали, ой, да все это фигня, да как можно, как вот я выйду на балкон, что я скажу, вот чтобы это все убралось, и оно уберет, все это ерунда. Вот, таких ничего не убралось. А кто действительно решил проверить хотя бы, и подумать, что, а может реально пошел и сделал, вот у тех получилось. И они начали этим пользоваться. И они начали запрещать, и они начали отменять. И они были просто в шоке и в такой мелкой радости от того, что ничего себе, это работает. Как бы бредово, как бы, фантастически это не звучало, но это работает.
Вам просто никто не сказал, что вы так умеете. Вы просто не знаете об этом. Но если вы не знаете об этом, это не значит, что этого нет. Они ведь это все так и делают. По сути, все вот эти вот дяденьки, которые отбирают голоса людей, они ведь так и действуют. Они говорят, это люди так решили. Они так хотят. Потому что я являюсь их голосом. Я говорю за них. Они сами немые. Они переложили всю ответственность на меня. Они сами сказали, они ничего решать не будут. Они переложили всю ответственность, все на меня. И потом эти люди говорят, мы ни за что не несем ответственности. Это все дяденька. Это он плохой, мы не плохие. А то, что дяденька говорит от их имени, это как бы, знаете, все очень интересно и весело на нашей параллели происходит. Но вот это очень важные моменты, причинно-следственных связей, которые вы должны осознавать. В первую очередь для того, чтобы, во-первых, не вестись на это все, на все вот эти вот провокации, на передачу воли своей. И, кстати, ребята, по теме того, что вот галочки, да, там на бумажках, когда ставят, и передача вот этой воли, то, что я вам сейчас рассказала, помните, это я вам говорила, что нельзя передавать управление своей реальностью, нельзя передавать свою волю чужим лицам, то есть каким-то там третьим лицам. Вот это вам яркий пример передачи своей воли третьим лицам, воли изъявителям таким вот, которые за всех изъявляют, понимаете, говорят за кого-то, что он хочет. Вот вам яркий пример. И если вы думаете, что вы передаете, я вам говорила, что нельзя передавать свою реальность, нельзя передавать управление, нельзя передавать управление вот этим всем. Это я вам только один пример привела, где вы передаете на физическом уровне, где вы передаете управление своей реальностью, своей волей, в первую очередь, и своим голосом кому-то там, каким-то левым лицам, которые потом этим пользуются. И пользуются не во благо вам, ни разу. Но также это касается и других вещей. Про передачу воли это касается вещей и эгрегоров, когда вы передаете власть и над своей реальностью, и над своей волей, и говорите, что кто-то там решает за меня, не я. Кто-то там будет, думать, что я буду делать и как. Я ничего, я вот просто плыву по течению, который кто-то там мне создает. И это только один из примеров того, где кто-то там что-то за вас решает. Потому что за вас решают карты, за вас решают звезды, за вас решают какие-то боги, за вас решают еще кто-то. Вы сами ничего не решаете. И это все ваши личные границы, которые вы выставляете. Вы говорите, я ничего не решаю. Решает кто-то там за меня. Вы перекладываете ответственность, вы даете кому-то там управление своим голосом, управление своей волей, управление своей реальностью, а потом бегаете и кричите, что же такое, почему же у меня все в реальности плохо, почему же у меня такая плохая работа, почему же у меня все так плохо, кто же это, за что же это он со мной так? Не надо передавать свое ничего никому. Так оно и будет, пока кто-то там будет за вас решать. И даже вот эти вот сейчас все вычетки, про которые я говорила, все кодировки, особенно которые содержат там, кто-то там войди в меня, кто-то там, значит, реши за меня, моя воля, твоя воля, и бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот. Кому и зачем вы чего передаете? А потом, когда я выхожу на тонкий план и спрашиваю, а почему вот это вот над моей головой, мне говорят, а вы знаете, а все на все согласны, вы вот одна такая не согласны, а все остальные согласны. Все остальные согласны с тем, что тут войны, за то, что тут убивают, то, что тут еще что-то. Все остальные радуются жизни, им все нравится. Если мы хотим, ребята, все здесь кардинально поменять,
Вот я не раз уже об этом говорила. Если мы хотим здесь все кардинально поменять, если мы действительно хотим повернуть все с ног на голову и начать, чтобы эта реальность начала, извините меня, работать как надо, а не так, как надо темным, то надо начать с себя. И начать с того, что сами изъявляем свою волю и не передаем ее никому. Это важный принцип. Когда я говорю, что каждый человек может внести огромнейший вклад в то, чтобы изменить этот мир, для того, чтобы то, что здесь сейчас происходит, этого не происходило, и первое, что он должен сделать, это начать с себя, начать работу над собой, и это будет огромнейший вклад. Да, потому что вы, когда начнете работать над собой, когда вы начнете понимать причинно-следственные связи, когда вы начнете говорить: так, а что это над моей тут головой? И вы будете тем самым человеком, на которого будут говорить: а как вы не согласны? А почему вы не согласны? Ну, все остальные согласны, а вы не согласны. И именно вы поменяете это все. Именно вы переломите это все. И когда один человек это скажет, второй человек это скажет, третий, четвертый и десятый, это будет сильнее, гораздо сильнее эффект, чем один, который как вы не согласны? А когда станет много, когда нас станет сотни таких несогласных, тысячи, десятки тысяч, когда единственное легитимное, то, что будет, это наши запреты, это наши намерения, это наше изъявление воли, реальное изъявление воли, а не вот эти вот подписотки, бумажки там, где передается воля через десятые руки, друзья и подруги, там непонятно, сам не понял, под что подписался. Это нелегитимное. И вы должны сейчас проговаривать и говорить, что вот это вот, выстроенная системой, передача воли людей кому-то там, и чтобы они чего-то там за кого-то говорили, чревовещательствовали. Это незаконно. Здесь, на этой земле, на этой параллели, это незаконно. То, что они делают, это незаконно. То, что они обманывают людей, говорят от их воли, выражают при этом волю не свою, они просто отбирают чужой потенциал, они просто воруют чужой потенциал и в наглую им пользуются. Это незаконно. Вы должны объявить об этом, вы должны сказать об этом, что весь потенциал, который они отобрали незаконным вот таким вот путем, он весь должен вернуться на круги своя. Весь этот потенциал у них должен быть отобран, весь этот потенциал они должны вернуть, потому что он незаконно был ими получен. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ну, а так, ребята, я думаю, тема понятна. Я и так много рассказала. Также вы, надеюсь, поняли, что каким образом можно влиять на реальность нашей свободной волей. Не просто там под ключка уйди, да, и что-то еще, а можно вплоть до того, что разводить руками облака. Все по воле нашей. Помните, да? Те, кто отбирают у вас волю и крадут ваши голоса, и крадут ваш потенциал, они все прекрасно об этом знают. Они знают, что они делают. А те, у кого крадут, они не знают. И вот в этом заключается сама беда. Потому что люди сами не осознают, какие бриллианты и какое богатство они передают в руки мошенникам. Это как та бабушка, которая переписывает квартиру, да, улыбающемуся какому-то мальчику, а потом оказывается у разбитого корыта. Для меня это все выглядит вот так. Поэтому, ребята, еще раз говорю, никому никогда не передавайте свою волю.
Даже если там в каких-то вычетках, даже в каких-то там молитвах еще что-то написано, что ты реши за меня, ты там светлая, и даже если вам кажется, что это светлая сила, никому вообще абсолютно, даже светлым силам никаким нельзя передавать ничего, никакую волю и все. Более того, любая светлая сила, которая действительно светлая, она ни за что вашу волю не попросит. Наоборот, светлые чтят волю другого. И когда вы хотите, чтобы вам кто-то помог, попробуйте помочь себе сами. Хотя бы тем, чтобы вернуть свою волю и сказать, что вот этого в моей жизни быть не должно. Вот это должно в моей жизни прекратиться. И когда вы это скажете, понимаете, вы закинете намерение, вы изъявите свою волю. И тогда, если кто-то начнет сопротивляться этому, найдется человек, найдется дух, да, какой-то еще кто-то, кто поможет вам. Обязательно. Если это не начнет получаться у вас самим. Но это произойдет автоматически, и вам никого не надо просить. Понимаете, реальность так сложится таким образом, что я уже говорила об этом, что ваша воля будет сохранена. Так или иначе, если это будет чистое, твердое намерение. Также, ребята, не забывайте то, что я вам говорила про галактическую прокуратуру и про то, что в случае нарушения вашей воли вы можете кричать, орать туда, говорить, что мою волю нарушают, что происходит, кто вообще это позволил, обратите внимание, возмущайтесь, кричите, орите мысленно, зовите их. Если что-то там происходит, на вас нападают, допустим, да, на тонком плане или еще какие-то вещи, то есть что ваша воля нарушается, и все, вы можете орать, кричать им, топать ногами, писать заявления, да, опять же, либо мысленно, либо можете на компьютере печатать, как вам удобно, отсылать, то есть там обращаться, вот. Ну, реально, к кому можно обратиться, многие сейчас мне пишут, в том числе, что да, это работает. Да, бывало такое, что начиналась мигрень у людей, начиналась какая-то атака, да, то есть начинает болеть голова, начинает мысленно человек кричать, орать там, что это такое, возмущаться, галактическая прокуратура, на меня совершается нападение, кто это вообще делает, что происходит, и все, и голова проходит. Вот в таком все виде. Все это работает. Это реально работает, если вы начнете этим пользоваться. Но я вам всем желаю мира, желаю быть свободными, желаю, чтобы вы научились в первую очередь управлять своей волей, управлять своими силами, познали, насколько вы сильные, насколько вы вообще, что вы можете, что вы умеете, что дано вам по праву рождения искры, да, Творца, искры Создателя. И начали этим, наконец, пользоваться. Начали, наконец-то, сами управлять своей жизнью. Ну, а с вами я не прощаюсь. До свидания. До следующих роликов.